Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о хеликобактерной инфекции. Можно ли ей заразиться, как это происходит и стоит ли всем обследоваться на эту инфекцию. Очень часто задают вопрос: неужели мы болеем всей семьей? Хочу сказать, что заражение происходит, как правило, еще в детском возрасте. Эта бактерия передается очень легко. Один заразившийся член семьи может заразить остальных членов семьи. Заражение происходит через столовые приборы, грязные руки, через поцелуи. В учреждениях общественного питания очень часто происходит заражение. Поэтому предотвратить как-то заражение хеликобактерной инфекцией практически невозможно. То есть поцелуи или зубная щетка в общем стакане – это источник хеликобактерной инфекции. И обследование на хеликобактерную инфекцию – это, в принципе, очень сложный вопрос, потому что любой тест в медицине, он подразумевает, что мы дальше будем лечить, узнав результат. Если у кого-то случайно нашли хеликобактерную инфекцию, как правило, назначают лечение. Лечение заключается в том, что назначают минимум 2 антибактериальных препарата и еще 2 вспомогательных препарата. То есть лечение сложное. Поэтому решиться на такое лечение, если человека не беспокоит боли, нет предпосылок для возникновения той же язвенной болезни, опухоли желудка, достаточно сложно. Поэтому для лечения хеликобактерной инфекции есть определенные показания. Точно ищем хеликобактерную инфекцию и лечим только в некоторых случаях. Первое – это если ближайшие родственники, мать, отец, родные братья, сестры имеют в анамнезе рак желудка или двенадцатиперстной кишки. Второе – людям с атрофическим гастритом. Как правило, атрофический гастрит является причиной номер 1 возникновения рака желудка. Третье – людям с большим стажем курения, люди, принимающие алкоголь и специальные препараты, которые пагубно воздействуют на слизистую желудка. Это обезболивающие противовоспалительные препараты и антикоагулянты. Поэтому при наличии хотя бы одного из этих предрасполагающих факторов имеет смысл все-таки обследоваться на хеликобактерную инфекцию и вместе со своим лечащим доктором пройти курс лечения. Всем желаю всего доброго, здоровья, берегите себя и своих близких, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, всего доброго!